Здравствуйте! С наступлением весенних деньков многих дачников и огородников начинает беспокоить одна проблема – это появление на их участках кротов. Некоторые из них пытаются извести этих животных, ставят погремушки, насыпают в нору отраву, устанавливают ультразвуковые отпугиватели. Но прогонять кротов совсем – это неправильно. Сегодняшний наш рассказ об этих интересных животных. Купив дачный участок, дачники, как правило, имеют желание облагородить его. В первую очередь они решают разбить газон и обустроить розарий. И сначала все выглядит красиво и замечательно. Но однажды весной, вернувшись на дачу, можно увидеть, что весь участок покрыт норами. Таким образом, планы дачника смог разрушить враг, которого он даже ни разу не видел. На участок напали кроты. Все посадки оказались перекопаны, а газон практически изуродован и выглядит как после бомбежки. Разумеется, происки кротов следовало решительно остановить, но неопытным дачникам сразу же приходится терпеть сокрушительное поражение. Различные химические средства и ловушки оказались малоэффективными. Избавиться от кротов с их помощью оказалось бесполезным. Даже в ловушку специалиста попался всего один крот. Остальные кроты научились успешно обходить все капканы и продолжили перекапывать газон. Даже специалист признал, что бороться с ними бесполезно. Специальные санитарные службы, которые умеют бороться с грызунами и кровососущими паразитами, признают, что крот – достойный противник, и эффективного способа борьбы с ним в их арсенале попросту нет. Да, можно вытравливать кротов, есть специальные кротоловки, но все эти меры временные. Нам трудно представить, как можно жить под землей, но кроты такой образ жизни освоили в совершенстве. Там, в мире, где нет солнечного света, они чувствуют себя настоящими хозяевами. Подземный образ жизни – это не причуда, а необычайно удачное решение эволюции. Предки крота, как и большинство млекопитающих, передвигались по поверхности Земли, но оказалось, что чем глубже, тем безопасней. Под землей кроты действительно чувствуют себя как дома и строят не скромную норку, а многоуровневый подземный дворец. Общая длина ходов одного крота составляет не меньше 200 метров. По своему тоннелю крот бежит со скоростью 25 метров в минуту. Отдыхает крот в гнездовой камере. Она строится в защищенном месте, под камнями или кореньями деревьев, на глубине 1,5–2 метров. Кроме того, крот строит несколько кладовых для зимних припасов. Это целая сеть кормовых ходов, где кроты добывают пищу. Еще кроты строят длинные вертикальные тоннели, так называемые колодцы, где скапливается вода. Все ходы строятся с таким расчетом, чтобы их не затопило даже во время весеннего половодья. На глубине у крота почти нет врагов, зато корма в изобилии. Выгода зарыться поглубже очевидна, и эволюция старательно поработала над обликом крота, чтобы сделать его совершенным подземным властелином. У него очень короткое тело, соответственно, все позвонки довольно близко расположены друг к другу. Из-за этого его тело получается коренастым, с очень хорошо развитым передним отделом туловища. Передний пояс конечностей наиболее развит, он представлен очень мощными копательными конечностями. Это основной инструмент крота для разрывания грунта. Если присмотреться, то можно заметить, что передние лапы крота действительно инструмент выдающийся. Конечности пятипалые, почти горизонтально отходят от тела. Прежде всего, его лапы очень сильные. Крот способен оттолкнуть со своего пути камень, превосходящий его по весу в 5 раз. Своими развитыми лапами он может успешно копать даже промерзшую зимнюю почву. Кроме кротов, под землей находится множество различных грызунов, но кроту они не конкуренты. Грызуны проводят под землей только часть своей жизни и вынуждены часто выбираться на поверхность. А вот кроту этого делать незачем. Многие считают кротов родственниками крыс и мышей, но это не так. Кроты насекомоядные, то есть являются родственниками ежей, землероек и выхухолей. В пасти крота 44 острых зуба. Мощные лапы позволяют кроту вырыть за минуту тоннель длиной в 30 сантиметров. Мех у крота короткий, мягкий, одинаково легко ложащийся и вперед, и назад. Передвижение по тесным тоннелям приводит его к быстрому вытиранию, поэтому крот линяет не 1-2, как большинство зверей, а 3 или 4 раза в году.
В прошлом мех крота ценился за свои особенности, которые делали его привлекательным для использования в различных изделиях. К этому меху ничего не прилипает. Одним из таких изделий были маски из меховых шкурок кротов, которые использовались для защиты лица от обморожения. Маски из меха кротов были особенно полезны для летчиков, которые находились в суровых условиях воздушных просторов, где отсутствовала защита пилота от ветра и холода. Маски из меха кротов представляли собой нежные и мягкие изделия, которые плотно прилегали к лицу и закрывали его, защищая от неблагоприятных погодных условий. Они обеспечивали хорошую изоляцию и помогали сохранять тепло, предотвращая обморожение. В царской России шкурки кротов не были особо ценным и востребованным материалом. Кротовое меховое сырье не использовалось в большом количестве и не было предметом широкой коммерческой деятельности. В Советском Союзе ситуация с заготовкой шкурок кротов существенно изменилась. В 1920-е годы началась широкомасштабная заготовка и использование кротовых шкурок в промышленных целях. На одном только Урале в те годы заготавливалось 1,5 миллиона кротовых шкурок. Трудно представить, сколько их получали по всей России. Затем использование меха кротов снизилось из-за появления синтетических и новых технологических материалов. Однако в последнее время его вновь стали широко использовать для придания повседневным видам одежды новизны и уникальности. Шуба из меха крота считается стильной, смотрится красиво и обеспечивает свою обладательницу комфортом и теплом. Цена на такие шубы начинается от 250 тысяч рублей. На одну шубу уходит около 500 шкурок животного. Кротов не пугают засухи, заморозки и прочие природные катаклизмы, так как под землей всегда комфортная температура и условия. Кроты живут везде, кроме Антарктики и Ирландии, где их нет из-за географического положения. Многие убеждены, что крот абсолютно слеп и глух, но на самом деле в ходе эволюции у крота сохранились органы зрения и слуха. Глаза у них крохотные, с булавочную головку, но заметны снаружи, поскольку над глазным яблоком имеется узкая прорезь в коже длиной около 0,5–1 мм. Зрение у крота плохое, он может различать лишь свет и тьму. Наружного уха у него нет, но слышит он довольно неплохо. Также хорошо развито у кротов обоняние. Но лучше всего у кротов развито чувство осязания. Для этого чувства на всем теле животного расположены вибрисы. Это осязательные механочувствительные длинные жесткие волосы, выполняющие функцию осязания и сигнализирующие о приближении животного к предметам. Вибрисы позволяют кротам определять расположение предметов и уклоняться от препятствий даже в полной темноте. Нос крота находится в безостановочном движении и напоминает собой высокочувствительный щуп. Он способен учуять запах добычи даже в толще земли. Но охота не единственная задача, которую крот успешно решает при помощи нюха. Обоняние помогает самцу и самке находить друг друга. У кротов хорошо развита мускусная железа, которая с одной стороны выполняет отпугивающие функции, а с другой стороны с помощью запаха привлекает кротов противоположного пола. Крот не самый лучший семьянин в мире животных. Самцы и самки встречаются только в период размножения, а весь остальной год живут раздельно. Кроты спариваются ранней весной, в марте-апреле. Беременность длится 35–40 дней. Потомство самка выкармливает молоком. В месячном возрасте молодые кроты достигают почти взрослых размеров. В возрасте 1–1,5 месяцев молодняк покидает материнское гнездо и начинает искать участок, не занятый другими кротами. Действительно, кроту нет равных под землей, но иногда ему приходится оказываться и вне родной для себя стихии, на поверхности Земли. Здесь его нельзя назвать беспомощным, и хотя рекордов скорости бега он не поставит, но передвигается вполне уверенно. Этому животному даже водная преграда не помеха. Трудно поверить, что крот – превосходный пловец. Если кроты не могут сделать подземный ход из-за того, что земля оказывается слишком плотной, то они выбираются наружу и переползают на другой участок. Находясь наверху, вне своих подземных ходов, они становятся уязвимыми, и их могут быстро съесть.
Например, лисы ждут их рядом с движущимися холмиками и прыгают тотчас же, как только на поверхности покажутся лапы крота. При необходимости они могут даже переплывать небольшие речки и ручьи. Их нора может начинаться на одном берегу и заканчиваться на другом. Таким образом, получается, что крот – универсальное животное, приспособленное к обитанию в самых разных средах и готовое ко всем невзгодам. Но иногда универсальный крот вступает в противоборство с людьми, и тогда возникает конфликт интересов. Его высокая приспособляемость в этом случае играет против человека. Чаще всего из подземного мира под покровом ночи они атакуют грядки на сельхозучастках. Не зря говорят, если крот попал на огород, то жди беды. Делая ходы, кроты очень сильно повреждают корневую систему растений. В противостоянии против земледельцев крот пока что побеждает. Он затрудняет уборку урожая посевных угодьев и портит внешний вид газона. Большинство людей уверены, что крот приходит злонамеренно и целенаправленно, чтобы полакомиться урожаем. Однако ученые однозначно опровергают подозрения в том, что крот покушается на корнеплоды и овощи. Они попросту не входят в его рацион, ведь они питаются только животной пищей. Даже в голодное время крот не будет питаться растительной пищей. Он попросту не воспринимает ее как пищевой объект, так как он убежденный мясоед. В его рацион входит только белок животного происхождения. Самое лакомое блюдо – дождевой червяк. В отличие от грызунов, кроты не впадают в зимнюю спячку. Даже в самые лютые морозы они сохраняют активность и продолжают бродить по своим тоннелям. Но как же решить проблему с едой? Ведь черви зимой впадают в анабиоз и накрепко вмерзают в грунт. Ответ прост. Кроты делают запасы на зиму. Один крот способен за лето запасти себе на зиму до 12 килограммов червей. Запасливый крот разработал специальный метод, который позволяет ему буквально консервировать живых червей. Кроты роют себе так называемый кормовой ход. Когда червь пытается подняться на поверхность, он застревает в нем и попадает в ловушку. Такого червя крот находит и вытягивает из стен тоннеля или выковыривает из нижней его части. Сначала крот съедает голову червяка и протягивает его между пальцами, как веревку. Их же он может запасать на зиму. Крот парализует дождевых червей, прокусывая им головы, и превращает червей в своеобразные живые консервы. Он складывает их в подземных тоннелях. Черви остаются живыми, но не могут далеко уползти, и зимой у крота всегда есть свежий корм. За один раз крот съедает до 20–22 грамм дождевых червей, а за сутки около 50–60 грамм корма, что немногим меньше его собственного веса. Кормится крот несколько раз в сутки, так как пища переваривается в его организме за 4–5 часов. В промежутках между кормлениями крот спит в гнезде, свернувшись в клубок. Голодным крот может оставаться не более 14–17 часов, после чего умирает. Взрослые кроты неуживчивы. Они нападают на попавших на их участок сородичей и могут загрызть их насмерть, таким образом демонстрируя каннибализм. Будучи испуганным или в агрессивном состоянии, крот пищит. Крысы и другие хищники не нападают на кротов, так как их отпугивает резкий мускусный запах, который вырабатывают его железы. Но этот же запах приманивает в тоннели кротов червей. Получается, что посадки огородников кроту не интересны. Но что же так влечет его на огороды и дачные участки? Крот всего лишь идет туда, где больше всего его любимой еды – червей. А черви предпочитают жить на культурных почвах, где и почва рыхлая, и регулярный полив обеспечен. Здесь и возникает конфликт интересов. Повреждение корней овощных культур и плодовых деревьев – это тот непреднамеренный вред, который крот наносит в поисках корма.
Но есть и обратная сторона. Крот поедает не только дождевых червей, но и вредителей – моллюсков, личинок жуков и слизней, с которыми борются огородники. Кроты поддерживают популяцию дождевых червей, выедая слабых, больных и лишних. Поэтому кроты невольно приносят пользу. Кроме того, они взрыхляют почву, что приносит пользу растениям. Человек с кротами ведет слишком разный образ жизни, поэтому лучше всего как можно меньше соприкасаться с ним без необходимости. Но если семья кротов поселилась на участке, то контакта с ним не избежать. Ученые считают, что убедить кротов покинуть участок можно гуманно и без лишнего кровопролития. Пожалуй, самый оптимальный способ – это постараться поймать крота. Для этого его нужно выгнать из своих ходов. Затем попытаться медленно затопить ходы. Кроты не очень любят воду и выползают на поверхность. И в это время крота можно поймать, так как количество выходов у него ограничено. Также для того, чтобы на газоне не появлялись земляные холмики, можно использовать специальную полимерную сетку. Ее укладывают на глубину 25 см. Затем отсыпается земля и сверху газон. Кроты уткнутся в препятствие и будут обходить это место стороной. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!